я все же решил записать видео о самом странном строении, которое видел в своей жизни. Вот оно стоит на самой элитной части набережной, посреди новеньких небоскребов. Когда я только приехал в Матуми и начал изучать город, мне сразу в глаза бросился этот дом. Вначале, ходя вдоль набережной, а потом и по главным торговым улицам, находящимся сзади него, я всегда подолгу разглядывал его старинную архитектуру и гадал, к какой же эпохе он относится. По виду это очень старый дом, который не пощадили время и стихия. В моей фантазии это был один из смелых архитектурных экспериментов молодой советской власти 20-30-х годов XX века. Я представлял себе этакий дом молодых и горячих художников-литераторов, вдохновителей строительства нового типа государства, построенных смелым архитектором на берегу Черного моря. Действительность же оказалась совсем иной и превзошла самые смелые мои предположения. Этот дом, называемый Белой Магнолией, оказался вовсе не старинным, несмотря на его антикварный вид. Оказалось, что этот дом, построенный в самой элитной части Батуми, прямо на набережной посреди современных небоскребов, вовсе не старичок, а натуральный новострой 15 года со сложной судьбой. По факту, этот дом, выглядящий на все 100 лет со своими разбитыми окнами, разрушенными стенами, проваливающимися потолками, языками черной плесени, затопленным цоколем и статуями, сошедшими из кошмаров Сайлент-Хилла, является самым жутким современным элитным доме на постсоветском пространстве. Несмотря на его нежилой вид и на отсутствие нормальных коммуникаций, в нем можно спокойно снять квартиру за $50 в день или за 800 в месяц. Этот огромный дом-куб с внутренним двориком был задуман как самый дорогой и элитный в Грузии. В нем должны были быть фонтаны, элитное обслуживание квартир, а на крыше бассейны, бары и спортивные площадки. Но внезапно застройщик решил нарастить еще 5 этажей сверху, которые явно выделяются и сейчас, в дополнение к проектным 9. Причем на отделку уже построенного денег решили не выделять. Так как в этом доме до сих пор отсутствуют водостоки и отливы, а стены снаружи отделаны гипсокартоном, который нещадно пожирает черной плесенью, то он имеет такой вид. Чуть позже застройщик обанкротился, исчез в тумане, а город остался с такой новой странной достопримечательностью, на достройку которой ни у кого не оказалось денег. Естественно, даже грузинская мэрия не выдала разрешения на ввод дома в эксплуатацию и подвод коммуникаций. Подключение коммуникаций потом все же продавили жильцы, а в эксплуатацию он официально не введен до сих пор. Всю внутреннюю отделку взяли на себя невезучие покупатели квартир в расчете на то, что смогут сразу начать их сдавать, несмотря на то, что в доме нет половины коммуникаций, то, что есть, постоянно отключается, внешняя отделка, отделка всех коридоров и всего остального отсутствует. Внутри можно встретить апартаменты, в принципе, с неплохим ремонтом, если вам, конечно, не будет страшно дойти до них по внутренним лабиринтам этого дома, сошедшим в нашу реальность прямиком из фильмов ужасов. В данный момент состояние дома печально, а судьба дольщиков незавидна. Разрешения на ввод дома в эксплуатацию нет и не предвидится. Денег на его доведение до ума тоже. Однако, несмотря на то, что сейчас в мэрии рассматривается вопрос о сносе этого дома, некоторые дельцы продолжают покупать и продавать в нем квартиры. Этакая игра в горячую картошку, кому последнему останется квартира при сносе. Если вы вдруг окажетесь в Батуми и дом все еще стоит на своем месте, очень советую прийти и походить по его лестницам и коридорам. Лучше всего в сумерках. Это очень атмосферное место.